Что говоришь? Смотреть на тебя очень тяжело. Смотреть на меня очень тяжело. А что на меня смотреть? Мы купили еще 6 светильников Гаусс. Каких-то у нас был пример, какие-то светильники. Я попробовал, брал по примеру, там не было мигания. Я сейчас выставил на камере 1080p и 25 кадров в секунду. Снимаю вот в таком режиме. И оно не мигает, есть полосы, но не мигает, и я ничего не собираюсь, скорее всего, возвращать, потому что я не хочу геморроя. Я купил на 2 объекта еще два набора светильников, получается. Да, теперь будем так, значит такова наша судьба. Я думаю, так. Это я к чему? Всем привет! Мы начинаем еще один новый проект. Еще один к тому, что у нас уже есть, и... Да, никто не говорил, что будет легко, и мы начинаем новый проект. Это большое что-то, еще одно большое что-то, по сравнению с тем, что у нас есть, с тем нескромно, которое у нас еще идет в работе проект, тут другое ощущение совершенно уже. Но, тем не менее, здесь 161 квадратный метр и 8 помещений в работе. Я вот говорю, что у меня ощущение какое такое, что тут все такое, после того... Маленькая после огромных. Там картуш, вот такой картуш. Маленькая, уютная, камерная. Ну да, уютно, камерная тема тут. А там как будто бы это самое. Малая сцена. Залы огромные, малые сцены, да? А тут как-то, ну да. Да, ну это на самом деле это очень богатый обвес, если что. Это очень богатый обвес. Мы находимся в VIP какой-то барской квартире, которая строилась как барская квартира. Здесь общая площадь около 200, наверное, метров. Это очень и очень круто. Это очень круто. Это просто наше личное ощущение. Личностное ощущение. Когда ты то потрогал, а потом это. Это как будто бы что-то поел, вагю, например, а потом ешь перловку, знаешь, ну, типа такого. Мне нравится перловка. А, ну вот, кстати. Чего? Потому что я в армии не служила, мне нравится. Ладно, классно. Я вижу, что что-то происходит. Я вижу изменения, я вижу, что оно чистится. И чистится оно хорошо. Ну и слава богу. Это второй дубль. Что, начинал я снимать вступление, я отснял все вступление, но я не заметил одну маленькую фишку, что у меня отключена стабилизация на камере. И поэтому это все дергалось ужасно. И я сейчас переснимаю. Я остался один в квартире. Новый объект, новая квартира. Я остался один и могу кое-что показать. Покажу вообще, что будет в работе. Итак, это новый параллельный объект. Новое параллельное что-то. Параллельно с тем, что у нас уже сейчас происходит. Пойдем посмотрим, чего есть. 161 метр квадратный здесь. И, по-моему, 8 помещений. Что-то такое. Ну, короче... Нормально. Много всего. Так, начинается все с прихожей. Тут розетка, тут почему-то собственник сам делает ремонт здесь. Ну как, часть ему помогли с демонтажом. Кстати, по-моему, Дмитрий Хромов помог. Но он сам решил тут что-то клеить гипсокартон, где-то занимается, в общем, самостоятельно. Вижу, тут перегородку поставил. Раньше ее не было. Ну ладно, прихожая тут есть такая. Вот с такой накладной розеткой. Ну-ка, вот так. Обычная накладная розеточка такая. Везде покрытие мел, водоэмульсионная краска. И разные сочетания мела и водоэмульсионной краски. Но здесь я вижу так, как будто мел чистый. Из прихожей заходим в теперь уже общее пространство. Это будет, наверное, гостиная, там будет столовая. Здесь когда-то был коридор, который вел вот туда. И, может быть, как-то вот так еще было. И, может быть, была дверь напрямую, потому что вот она, комната одна. Вот он, коридор, а вот комната вторая. И коридора здесь не было. Вот этот коридор, это товарищи коммунисты любят так развлекаться, любили, да? Очень любили развлекаться товарищи коммунисты, вот так перерезая комнаты. И вот это коридор не исторический. Видно, понятно, что историческая. Вот это вся большая комната. Давайте рассмотрим по комнатам, потом я покажу еще насчет этой историчности один момент. Ну что тут, печка есть здесь такие классные углы. Высота везде 3,40, плюс-минус 3,40, 3,45. Балки дерева, здесь уже фанеру собственник сделал настил из фанеры на старые доски. Он решил так делать нормальный деревянный пол, ну, обновить его там. Там ему не достался хороший пол, в общем.
Так, смотрим. Смотрим, чего есть. Есть обычная порезка. Это, скорее всего, лаврушка, лавр. Углы такие красивые. Розетка. Такую розетку мы знаем. Такие розетки мы уже видели. Это довольно-таки стандартная розетка. Хотя, может, я и ошибаюсь. Такие листья прям глубокие там вижу. Радиус сантиметров 75, наверное, 70. Ну, такая приличная. На высоте 3,50. Вот как это все выглядит. Так, здесь были перегородки, собственник их убрал, оставил в потолки. То есть, вот здесь была перегородка, получается, и вот здесь. Одну он восстанавливает историческую, как бы исторический потолок, историческая планировка. А здесь, как бы, я понимаю, будет общее какое-то пространство. Здесь будет новодел, по-моему. Здесь будет копия этого карниза, который был в коридоре. Так, пока мы не ушли дальше, я покажу, почему историческое, почему, что здесь историческое. И когда я говорил, что там заполнение деревянное, здесь заполнение вот такое, здесь бетон. То есть это кухня, я не буду опускать вниз, там чуть инструменты лежат, неважно. Ну, в общем, здесь такое заполнение, то есть я вижу куски битого кирпича, где-то еще мусор какой-то, возможно, и бетон. Вот такое вот заполнение в мокрых зонах получается. Вот стояки опускаются, вот там вот стояки опускаются. То есть в мокрых зонах вот такое заполнение. Дом конца 19 века. Не начало 20-го даже. И вот смотрим. Вот он родной. Это собственник расшил его. Потому что здесь было... Ну, оно видно, что здесь было. Здесь была как когда-то вот штукатурка, штукатурное что-то. И это, естественно, родной проем. Как он придуман был изначально. То есть там надо было петлять через коридор, видимо. Но это был такой родной проем, который вел, собственно, на кухню. Здесь столовая, понятное дело, что самая ближняя столовая, дальше гостиная. Это естественно. Но товарищи, которые здесь свои товарищеские дела делали, они решили так не поступать. Они рассекли коридор, естественно, сделали, чтобы получилось две разных комнаты отдельных, сепарированных. Ну, чтобы коммунальную квартиру создавать, прям серьезную коммуналку. Поэтому они рубанули здесь вот так, сделали коридор. Здесь они заштукатуривали как-то, а здесь они сделали проем, вырубили. И вставили туда какой-то рельс, швеллер, не знаю, что-то, металл. А вот мы любимая наша дранка, да? Вот это вот дранка курильщика, как мы ее называем, да? Вот это вот неправильная такая вот дранка, которую набивал человек, который не знал, как набивается дранка. Вот она так выглядит. То есть все, как бы, о чем мы говорим, имеет смысл. То есть, что это было сделано позже, когда этот проем был сделан позже. Ну и собственник его, естественно, закрыл. Сейчас он мне не нужен здесь в таком виде. Ладно, это понятно. Несколько помещений прошли. Теперь пойдем. Мы двигались от входа сюда, а теперь пойдем вот туда. Мы уже сделали какую-то часть работы. Сейчас посмотрим, чего мы тут сделали. Сейчас, наверное, будут помигивать эти чуваки. Хотя не особо. Нет, не помигивают. Это новые светильники. Наконец-то снизошло новые светильники. Я вижу черная полоса чуть-чуть. Но это намного лучше, чем у нас было раньше. Намного лучше. То есть я прям смотрю в 3 черных светильника. Я снимаю 1080 на 25 кадров. Это такой режим, единственный режим, где я нашел без такого дикого мигания, что у меня работает, причем с 3. Прям 3 штуки работают. Светильники Гаусс. Я, наверное, напишу в этом самом, в описании к ролику, какие именно я взял светильники. Но все равно это я... А ну-ка на себя разверну. Все равно у меня в руках был такой светильник у товарища. Я посмотрел, да, классно, и он не мигал. Но те, которые я купил, они уже чуть-чуть видоизмененные, какая-то другая партия, не знаю, кое-что. А он покупал на несколько лет раньше, может, пару лет назад он покупал. И это уже другой светильник. Хотя маркировка, ну, как бы, название, модель, все как бы соответствует тому, что я видел. Я смотрел на образец, но то, что было раньше, это не то, что было сейчас. Поэтому вот так. Но я напишу в описании. Давайте посмотрим дальше. Так, чтобы нам тут диких полос не было, я подвыключу сейчас светильнички. Выключил. Теперь осталась только лампочка, и нам все хорошо видно и понятно. Мы уже часть сделали, часть прочистили. Очень глубокая порезка с какими-то подсолнухи там есть. Там есть эти самые розы, разнообразные цветы, ленточки. И обычное такое яичко и листочек у нас. Обычная порезка. И тут дракоши. Нас преследуют дракоши. Вот дракоша. Вот такой дракончик с куриными лапками. Вот такой угол. Угол, я думаю, сантиметров сам угол внутри себя. Сантиметров 80-85, наверное. До 90. Вот такой.
Красивая. Тут много всего, все пышное и красивое. Розетка мы еще не чистили, но тоже эта розетка, она довольно-таки похожа на угол. Вот как бы центральный элемент в обрамлении таком, и он повторяется здесь. Почти повторяется. Но она отсюда плюс-минус отсюда. Порезка тоже похожа. А может она и есть она же. Я еще особо не рассматривал. Я вижу розы на порезке. Ну, когда расчистим, будет видно. Она очень сильно забита. Тут очень много слоев мела. И порезка похожа на вот эту порезку, которая вот здесь идет. Вот. Ну, классно. Ну, отсюда. Значит, она отсюда. Здешняя. Местная здешняя розетка прямо из этого интерьера. И классно. Помаленьку мы чистим это все дело. Чистим, расчищаем. Не очень-то быстро, потому что слоев много. Давай поднимусь. Здесь где-то у нас уже почищенная. Вот так она выглядит, почищенная. Вот листья. Вот как они выглядят. Она не самая здесь тонкая и четкая. То есть, ну, почему-то так вот сделано. Ну, конец 19 века, не знаю. Вот здесь вот такая она. Вот видно. Еще тут надо дочищать, я смотрю, тут не дочищено. Вот туда вот, если смотреть, вот там она дочищена уже. Вот. Теперь пойдем посмотрим грязную. А грязная она выглядит вот так. То есть очень много слоев, очень много слоев. Тоже верхняя расчищенная, верхняя не расчищенная. То есть полная залипуха. Все залеплено. Слоев 6, наверное. Может быть сколько-то, я не знаю, камера видит, не видит. Я надеюсь, камера видит. Это количество слоев там приблизительно какое-то. Вот видно там и серый какой-то, и коричневый какой-то, что-то подлипает там и так далее. Не очень-то легко, не очень-то просто. Ну, как говорится, было бы просто, нас бы не позвали, да? Так обычно я и говорю. Во, вблизи ротик, тело, крыло, крылышко, во, крылышко и лапа куриная вот тут. У него куриная лапка, дракоша, с куриной лапкой. В общем, понятно, как тут все выглядит. Ну так, работе-то есть что поделать, есть чем заняться тут. Так, пойдем дальше. Мы идем по левой стороне, и тут нас ждет такая же порезка. Вот такая же ровно порезка. Правда, один ярус только порезки, поменьше карниз. И тут такая же порезка. Она реально сложная, она очень глубокая, она очень такая изобилующая поднутрением, изобилует поднутрениями все эти розы, ладно уж с этими подсолнушками там и так далее, с чем-нибудь, но вот все внутри вот эти вот поднутреница, уже очень и очень нам сложно с ними. Ну, как бы помаленьку, помаленьку. Ну, тут еще один раз она встречается, там и здесь. И еще одно помещение. А здесь другая. Здесь другая. Тут видно есть цветок и видно такая лента с бусами. Вот. Ну, здесь какая-то большая прям комната, прям очень большая комната. Дальше туда не пойдем, а вот на этом мы и остановимся. Вот такая комната, розетка здесь была когда-то. Видно, что здесь была розетка, да? Вы по-любому видите, камера по-любому видит здесь место такое. Под розетку когда-то она была. Но, опять же, товарищи делали здесь когда-то перегородку, и она им мешала. И вообще они не любили искусство, скорее всего, поэтому выкинули отсюда. Просто выкинули. Вот так и видно, вот трещина, которая идет вот здесь. Это вот прямо по краю, где когда-то было посадочное место на розетку. И сюда мы будем как-то, вроде бы даже собственники уже нашли, сюда розетку, которая соответствует историческому. Как бы в этом доме она есть, и вроде как нашли. Нам останется только замонтировать ее сюда. Вот, в эту комнату. Ну, хотя бы вернуть назад что-то. А вот я нашел то, что я покупал. Вот, кому интересно, вот. Вот так выглядит. Ну, я с телефона пытаюсь вам как-то показать. Поставите на паузу, рассмотрите. Светильники. Про светильники. Светильники мне помог купить Володя Воронов. Володя, который ТОК 220. Я думаю, многие из моих зрителей знают, о ком идет речь. Есть такой у нас товарищ, который занимается электрикой в большинстве своем, да. Занимается он, по-моему, сантехникой еще и даже работает в старом фонде города Санкт-Петербурга. И кроме всего этого, кроме того, что он занимается еще и благотворительной деятельностью, Володя помогает людям покупать в определенных местах
вещи, материалы со скидкой в Петровиче, в ВТМ и кое-где, и кое-как. Я оставлю ссылку на группу Володи, которая про экономию, про то, чтобы делиться скидками и так далее, я оставлю в описании к ролику. Володя, если смотришь, спасибо большое за помощь с покупкой светильников. Они мне обошлись процентов до 30 дешевле, чем представлены на сайте, если что. Так что на правах рекламы пускай будет. Пускай это будет реклама Володи Воронова. Why not? Пускай будет. Володя помогает людям. Это классно. Надо бы что-то сказать, но я не знаю, чего даже сказать, поскольку я уже один раз отснял, и там было весело, там были девчонки, все прыгали, суетились. А сейчас как-то я тут один, и как-то не очень-то весело. А я буду снимать помаленьку, сколько-то наснимаю, и потом сделаю ролик. Как получится, с какой длины получится, не знаю. Поснимаю расчистку, посмотрим, как она пойдет. Надеюсь, пойдет так, как и предусматривалось. Надеюсь, как бы будет так, как и хотелось. Ну, посмотрим в дальнейшем. Че, женщины? Сотрудники. Мы выяснили, что это сотрудники женщины. Сегодня мы выяснили, что это сотрудники женщины. Я что хотел показать. Вот этот готов. Вот этот. Играешь с огнем? Этот готов, а вот таким он был. А ну-ка, ты уже залезла сильно. А ну-ка, дай я покажу. Вот таким он был. Я курочку. Вот это вот курочка. Почему курочка? Это красивый дракончик. Вот. Вот это все такое было, забитое. На тебе обратно. А становится оно вот таким. Вот. Классно? Классно. Красивый дракошек. Чего они? Лапки красивые. Нормальные дракончики. Остается розетка нам дочистить тут. И вот этот угол. И там еще над печкой чуть-чуть. Ну так, как-то так. Нормально. Крепко, все крепко. Тут все крепко. Все крепко, все хорошо. Лепнины много. Очень серьезная порезка. Очень серьезная. Так, почти потолок дочищен. Почти дочищен. Тут чуть-чуть еще осталось мел. Там уже все готово. Промели. Я хотел показать просто розетку. Вот так выглядит розеточка. А ну-ка я какой-то из светильников переверну. Вот так классно. Или не классно, не знаю. Видно, не видно чего-нибудь. Я так поставлю свет. Хочу показать до и после. После расчистки имеется в виду. Может быть вот так. Рельеф, чтобы был виден. Ну-ка поднимусь на этот самый козлик. Вот. И в резина очень сильно забита. Видно, что тут происходит. Какое тут кое-что, тут ничего вообще не понятно. Если вот порезку видно сейчас чистая какая она была в таком же где-то, как я забыл это слово, как правильно сказать будет. Ну так же забита была, короче, сильно. Вон тут эти колчан какой-то, еще что-то, охотничья тематика какая-то. Эти элементы повторяют элементы, которые у нас на углах. Ну, вот так, очень много мела, очень много слоев. Попробуем, как это будет выглядеть. Я отсюда вот так поснимаю, еще присяду на козличке и вот так. В общем, такая она, очень много слоев. А что, самое время, наверное, смотреть, потому что половина, это, я так подумал, это довольно самая уникальная такая штука, ну как бы это реально уникально. Ты можешь это видеть только один раз. Это происходит один раз и больше никогда не произойдет. Пойдем посмотрим поближе. А вот отсюда будет хорошо. Там чуть полоса от этих. Ну ладно, не так-то и страшно, наверное. Вот. Слева расчищено, справа не расчищено. Вот так это было все. И так это стало. Вот. Меандр четко читается. Там он вообще залепленный. Вот эта вся конструкция какая-то, тут что-то у них там такое, кое-что, вот это вот. На самом деле это какая-то похожа на какую-то на гайку, похоже на, ну это точно, колчан, стрелы и какая-то штука приспособления. Какое-то, я не знаю, что это такое, может какое-то что-то охотничий манок, типа еще что-то. Вот такие штучки. Вот. Ну и порезка, конечно, порезка вот такая. Порезка похожа, очень похожа на вот эту порезку.
Но не такая, ну, как бы не полностью она. И вот такая она забитая, грязная. И чистая. Здесь какие-то подмазки прослеживаются, много каких-то вот таких подмазок. Не здешних, ну не сейчас, это как-то давно было, непонятно чем. Вот такие вот. Потом, когда будет подмазываться розетка, они все будут удаляться. Вот эта вот подмазка левая вообще. Это, ну, как бы она не родная, как мне кажется. Но под ней как-то нет мела, не знаю. Когда-то это ремонтировалось давненько. Очень давно, возможно. Но пока вот так. Потом будет происходить что-то, будет подмазываться, это все надо будет удалить и перемазать, переделать по новой. Ну вот, порезка такая вот. А была вот такая. О. Ну вот так. И вот так это все выглядело. А выглядит вот так. Вот так. Так, чего? Мы дочистили эту первую, получается, дочистили комнату. И вторую комнату мы тоже дочистили. Кое-что у нас подвылось, там, видимо, что-то когда-то сломалось, я потрогал, все норм там. Самое интересное в этом всем деле, что это и то, это была одна большая огромная комната, наверное, квадратов по 35, наверное, 40. Если посмотреть сюда, вот угол, ага, и вот он, этот же угол, вот здесь был. Я думаю, камера его увидит, вот он, вот сюда пошел. С этой стороны тоже есть угол, то есть здесь был угол. Рисунок карниза. Здесь такая же порезка, как и там. Вот она, эта порезка. Вот она. Тот же профиль. Просто вот эта верхняя часть, начиная вот от этого поля широкого, вот здесь, вот широкое поле, начиная отсюда, они ее срубили. Они сделали другой карниз. То есть яйца отрезали, скажем так. Тут же яйца, овы, ионики. Вот они их отрезали. То есть они их отрезали и сюда провели как бы другой карниз, а здесь повернули этот. Это было прям возможно, но у меня есть подозрение, я видел в углу там, они примазывали и на мел, возможно, это заехал первый какой-то жилец, какой-то арендатор, сказал, переделайте, мне не нужна такая огромная гостиная. Ему переделали, но следов розетки нет. Розетка здесь не видно, чтобы ее куда-то перемещали, либо это где-то вот здесь спряталось, я не знаю. Ну, в общем, такое, это была одна комната точно. И видно, что здесь светлые более порезка и сам карниз здесь более темный. Там также. Вот тоже она такая какая-то светловатая, такая светленькая, и здесь темная. То есть здесь либо мало покрыли олифой, здесь видно покрывали, но как-то очень так. Не, там лучше покрыли. В общем, да, это была огромная комната, ее переделали сразу. Получается так. И вот срезали вот этот блок. И это получился новый карниз. Другой карниз здесь. Вот такой. Вот так это прикольно, это классно. Ну что, плюс 2 комнаты. Пока что так. Плюс 2 комнатки. Ждет меня. Идем. Идем, конечно, идем. Все, мы идем. Мы идем, вечер. Мы закончили как раз работу. И пойдем потихоньку будем потом переходить дальше куда-то чего-то. Порезка, конечно, очень крутая вот отсюда. В таком свете, какие там тени вообще. Очень глубоко, очень круто. Да. Это была самая сложная здесь порезка. Такой больше с порезки в этой квартире, походу, нет. Сложной. Так, чего? Пойдем. Мы тут день там. Я путаюсь во всех показаниях. Короче, часть мы комнаты этой почистили. О, чистенько. Почистили мы часть этой комнаты. А я смотрю сюда и думаю, что ж тут такое? Сейчас я сейчас я покажу, поднимусь повыше, покажу, как делать не надо. Не надо ни в коем случае, поскольку у нас тут, кроме этой комнаты, еще несколько комнат есть, 2 оставшиеся большие, точно. Там такая же ситуация. Будет выговор этому собственнику. А то он тут хвастался, говорит, мы стены, говорит, этим самым пескоструем, говорит. За 2 часа, говорит, в квартире все, вот нужные мне стенки, там несколько стенок было, говорит, все нужные стенки, говорит, пескоструем за 2 часа, говорит, пескоструем, милое дело, прекрасно, идеально. Ну, посмотрим сейчас. Ой-ой-ой. Это приблизительно вот так. Я думал, там почищено уже с той стороны. Я чищу и думаю, ну, возможно, я даже в мыслях у меня не было. Мы когда-то договаривались, потом пришли, начали из других комнат делать. Где-то в промежутке, уже перед тем, как мы сюда пришли, где-то была здесь произведена работа пескоструем. Я смотрю, там чищу и думаю, это какая-то эрозия. Ну, как будто бы эрозия какая-то. Что-то тут такое. И так думаю, как-то тут слишком твердо для того, чтобы обычно, да, что как бывает на фасадах,
что там ветер, мороз, дождь, там вот это все перемешивается, да, вот это вот движение все. И вот получается такое. Но обычно оно как пастила мягкое. Здесь не мягкое, какое-то тверденькое. И только потом до меня дошло. Они же пескоструем работали, не догадались закрыть. Просто поставьте фанерку вот так. Вот так фанерку. Вот так просто. Рукой ее подержи и почисть. Нет, никто не подумал об этом. И вот этих 2 часа на всей квартире, что за 2 часа как быстро почистили кирпич. Вот теперь нам выльются какие-то десятки, а то и полсотни часов восстановления вот этого всего. То есть это все до самого верха. Вот так. Вот. Да, это следы работы пескоструя. Вот так они приблизительно выглядят. Вот до сюда все целое, все очень классно. Я потом поднимусь в другую сторону, покажу, где почищено, как это выглядит. Я, по-моему, показывал. Ну, или потом где-то. Я покажу, как в этой комнате выглядит почищено. В общем, вот. Оно чистится, оно классное, оно все крепенькое, все супер. Но сюда подходим, а тут вот так. Вот такое вот. И это все надо восстанавливать. Теперь и штукатуркой, и шпаклевкой, и чем угодно, и как угодно. И даже до лепнины фактически дошли они с этими своими пескоструями. Очень круто. Очень круто. Нет, не круто. Совершенно не круто. Так делать нельзя ни в коем случае. Всегда надо стараться защищать каким-либо образом, поскольку это все какие-то лишние, огромные трудозатраты, и можно было с легкостью этого избежать, но никто об этом не подумал. Быстренько, да, быстренько сделали работу. За пару часов всю квартиру. Она на самом деле вот так. Чтобы не забыть, вот это я в том углу был, вот там показывал. Вот так выглядит почищено, вот это все выбито песком. Вот это все следы ударов песчинок. Или чем они там, камнями, булыжниками, короче, не круто. А вот так выглядит, там, где нормально, там, где, как оно и было до этого. О, какое состояние. Прекрасное состояние, замечательная лепнина. Все хорошо, все в хорошем состоянии, все очень классно. Правда, очень глубокие поднутрения здесь. Я так подумал, что прям реально глубоко. О, это еще не достал фаланга пальца. То есть 2 сантиметра, даже глубже 2 сантиметров. Получается. Я думаю, что они так сделали, что типа можно тут мелом сколько угодно накидывать туда, и все равно останется жирный рисунок. Он так снизу такой прям мясистый. Мясистая такая порезка, особенно эти цветочки внутри. Вот. Такая она. И она вся целая, все классно. Но вот отсюда, нет, тут до лепнины не достали они. Нет, достали, вот покоцали. Вот, думаю, видно, может быть видно. Темно, наверное, но что-то видно будет. Наверное. Ну, я чувствую пальцем, что побили тут тоже. Вон побили. Можно было без этого обойтись. Легко можно было обойтись. Но нет, не обошлись. Так что, вот. И таких у нас по периметру, я думаю, метров 15, наверное, будет. Лишних там. Как лишних? Лишние работы докинулось. С ничего. Из такого вот. Вот с такого состояния. С очень хорошего состояния. Крепко-крепко. Прям очень крепко. Вот так. Ну вот, там вход у нас. И вот здесь они тут хотели сделать, получается, тут типа лофт, вот эту движуху, как в той комнате, где я показывал, но здесь потом передумали и закрыли здесь гипсокартон. Здесь приклеили на это самое, на клейпен, я, по-моему, говорил об этом. Что здесь по кирпичным стенам везде, по несущим приклеен, приклеен гипрок. Вот там в той комнате не делали, там верх нормальный совершенно, то есть и нигде не сделали, только там вот пескоструили, получается, где хотели оставить кирпич голый, но тут передумали, и вот так. Но на самом деле здесь пескоструй побывал тоже, ну, по крайней мере, здесь я вижу вот следы, что здесь тоже все побито будет, вот здесь. И здесь, скорее всего, ну здесь поменьше, но тоже побито, тоже побито все, вот. Так что больше, наверное, даже метров под 20 нам достанется удовольствия и развлечений. Могли бы избежать. Можно было бы смело вообще без этого обойтись, если бы просто как-то аккуратнее работать. Но за 2 часа чуваки сделали работу. Вот так, хоп-хоп. Вы уже видели на моем канале, да? Неоднократно, наверное, как делается работа. Хоп-хоп-хоп за пару часов. А потом вот такого гемора нам прилетает на какие-то ужасные, страшные человека-часы. Ну ладно. Что делать? Когда-нибудь подойдем до этой комнаты, посмотрим, что тут как. Ну, тут другая порезка уже, да, уже видно, что другое все. Розетки, все классно замеловано, очень много мела, но она там, я надеюсь,
Ну, скорее всего, в хорошем очень состоянии. Таком. Под таким количеством мела обычно все очень хорошо с ней. Ну, я имею в виду гипсовую литнину. Вот. Так, будет видно, не будет видно. Здесь присутствует такая меловая корочка, прям вот такая. Прикольно, но она редко встречается довольно. Вот мел видно, а вот корочка уже пошла. Это корочка, это не готово. То есть это еще не гипс, далеко не гипс. Это просто счистил одну часть только. Вот мел. Это только мел. Вот он. Дальше бессмысленно прорываться, зарываться. Ну, потому что это может быть опасно. И вот это я только дошел до этой корочки, получается. А вот она. Вот тоже. Вот. Тут много. Вот она. Это не гипс. Гипс дальше. Гипс сильно дальше. И тут начинают проявляться всякие штуки. Вот такая забитость получается. Вот. Вот. Это все, там мел. Потом вот эта корочка еще. О, сколько тут всего веселого. О. Вот так. И вот так. И вот здесь, я знаю, есть кое-что. Тут я хотел поснимать как-то, но тут будет сложно мне так сделать, потому что получается тут как бы быстро не поснимать. Может, будет время, чтобы отдельно как-то. Ну, приблизительно я уже не раз снимал это все. Приблизительно как-то так. Вот я дошел, вот здесь гипс. Вот он. Вот его видно. Вот он там. Вот он. Это гипс. А остальное это корки. И надо многократно прям проходить, потому что это все еще мел. Вот он. Мягкий. Светлый. Там светлый, сверху синькой вот этот вот. Разные виды мелов. Мелов. Это ракушка мело. Но это у нас просто мел. О, так вот. И где-то здесь. И где-то здесь. Вот это уже вот как бы он. Вот он. Да. Вот это уже родное все. Корочка веселая тут, на самом деле. Мне неудобно, потому что мне тут надо 2 руки, скорее всего, потому что это все прекрасно вычищается между этими бусинками всеми. Ну вот, как-то так, вот. Это все я, вот эти залежи вековые отсюда убираю, получается, вот. Вот. И вот здесь есть еще вот так и вот так, вот. Твердая. И одной рукой мне очень неудобно это делать. А приспособление, чтобы снимать с головы, я не взял с собой. Может, приду, когда-то захвачу с собой. Ну, приблизительно так, чтобы дойти до того состояния, которое вы только что видели. Как там я был в том углу. Вот там я находился. Вот приходится раза 4, наверное, проходить. Вот, освобождая рисунок. Ну, так бывает редко. Я что-то редко такое вижу, что прям вот так было забито. И такая корка была. Может, чем-то покрыли, может, олифой еще покрыли, еще чем-то могли покрыть, пропитать чем-то могли. Кто знает, чем они там могли. Вот там сидит очень много внутри. Там мел, там влага, там мел. Там туда эти пропитки их не достали. Ну вот. Вот. Такие тут расклады какие-то. Мне крайне неудобно рукой. Пальцы, сводит пальцы. Так, 2 руками хорошо, одной контролируешь, одной как бы работаешь. Ну, как-то так. Вот я спецом сейчас специально где-то до такой стадии становлюсь, потом покажу, как это будет, когда я буду дочищать уже его. Ну, вот так это выглядит с корочкой сейчас. Я специально оставлю вот этот участок отсюда, только дойду с расчисткой. Угу. Потому что это будет не быстро, несколько часов понадобится, чтобы там оттуда как-то дойти вот сюда. Ну вот это я здесь не трогал. Здесь я чуть прошелся разок в ту сторону. А я оставлю как ленточку сейчас, сделаю ленточную расчисточку. То мел убрали, это первичное, а потом дальше прорезаем. Давай здесь оставим кусок, вот этот цветочек, например. Его можно будет полюбоваться. Теперь можно его рассматривать более детально. Я здесь чуть-чуть увлажнил. Теперь надо... Вот я вижу, вот она. Камера тоже, наверное, видит как-то.
Вот эта корочка, это может быть краска какая-то. А у нее может быть какая-то краска на мелу, жидкая краска на мелу. Кто его сейчас знает, чем это. Но это не масляная краска, это точно. Теперь надо просто углублять. Ну, как просто. Когда я говорю просто, я имею в виду понятно. Потому что сложно, это непонятно. А так-то как просто. Встал и вот так просто углубляешь с утра до вечера, и нормально все. Потом еще веселее это изнутри. Здесь вот местами вот, должна быть такая сердцевинка, должна быть, она вот здесь есть, вот здесь есть, а местами ее нет. Вот нету. Где-то я еще видел. Это их бывает, что бывает, а бывает, что и не бывает. Вот так. Почему-то они поотваливались, видимо. В какой-то период жизни этой штучки. И вот теперь все эти наплывы, вот эти вот корочки, надо будет почистить. Маленькие. Тут, наверное, кто-то бы сказал, что можно было бы использовать парогенератор. Наверное, можно было бы. Но у нас сейчас нет средств борьбы с желтизной, нет хавшпергрунта. Поэтому, если мы используем парогенератор, мы, скорее всего, вероятнее всего, получим желтизну очень сильную. А чем потом спасаться от нее, это уже другой вопрос. Может получиться так, что и нечем. Поэтому лучше не трогать. И так пойдет, и так оно идет прекрасно. Ну, не быстро. Ну, зато прекрасно. Вот так по чуть-чуть, по чуть-чуть. Вот. Там вот такое бывает даже. Что-то получается и такое. И вот так, и по-всякому. Вот сейчас пройду, составлю вот до сюда. Вот до сюда сделаю сегмент. Вот до сюда сделаю. Первый раз был вот здесь. Пускай будет вот так. Это без этой самой. Без мела. Потом вот так. И пойдем дальше потихоньку. Есть куда еще пойти. Где оставил меточки? Вот первая часть была, да? Вот вторая часть, вот меточки оставил. Вот. Так как бы разница не особо видна. Можно было дальше, да, не продолжать. Но на самом деле еще надо. Она так не видна, а вот так, если сделать. Так разница сразу становится видна, да? Сразу хорошо все видно. Вот это вот. Первое, где оставлено было. Вот дальше дошли. Вот я метки поставил вот сверху. Вот она. Вот одна, вот вторая. Вот получается вот так. Два блока я сделал. И еще я вижу. Надо еще. Вот один, чтобы было понятно, где вот так и вот так. То есть один цветок оставлен был. Вот я вижу. Вот цветки я сейчас отсюда вижу уже. Всякие места такие. Здесь этого нет. Но все равно, я уже думаю, камере зрителю будет незаметно, что тут будет происходить, что тут будет делать, но может будет видно. Еще какие-то места такие, где, вот, ну вот, пропустил, вот здесь, намел. Я его не увидел. И вот такие места, вот это. То есть так, корочка какой-то красочки, еще чего-то, которая прямо напрямую на гипсе. Может это, но это не олифа, там бывает, что и олифа, бывает, что что-то, вот эти верхние наслоения какие-то. И они, а может это и была олифа еще поверх мелов, всех мелов. И бывает, что она в чистый гипс, и тогда ее, ну, не отнять оттуда. Можно, конечно, но это будет сопряжено с этим, с разрушением. Вот давай покажу. Вот это я царапаю гипс, то есть я пытаюсь убрать корочку, видимую коричневенькую. Я царапаю уже гипс, это уже, вот видно, я уже его прям царапаю. А этого я делать не хочу. Вот корочка. Вот. Мне приходится уже драть. Так не надо делать. Оно когда высохнет, оно будет сухонькое, такое, в таком виде. Потом кто-то, девочки, возьмут наждачку какую-то меленькую и пройдутся. И вот эти вот шелуху вот такую, вот она. Я, ну, не знаю, камера видит, не видит. Вот шелуха есть тут. Маленькая. Мне не нравится она там. Она здесь есть. Вот она. Вот она. Вот. А так ее, ну вот, приходится уже как-то очень аккуратно. Тут не поцарапал, но близко к этому подошел. И вот это все надо будет, вот эту мелюзгу, аккуратно наждачкой просто меленько. Хоп-хоп-хоп, и убрать. Так-то это почти готово. Вот так. Но я еще пройду здесь раза два. То есть я раз пройду, вымету, потому что я здесь и с той же стороны иду. Я тут просто не показываю, что тут происходит. Там свет с той стороны вот так. Поэтому не очень-то. А тут углубления всякие, все такое же. Даже веселее местами.
Вот, поэтому я еще пройдусь пару раз. Это уже будет незаметно. Ну, приблизительно так. Вот такая разница получается. И это уже где-то близко к готовому. Вот такое. Хотя я какой готовый. Вот. Я же говорю, еще надо пройтись. Вот. Потерял. О. Где-то сделал, а где-то не сделал. Там свет. Полоса. Ну, ничего не сделаешь. Вот. Как-то так. Когда какой-то объем памяти записывается, там полоса это возникает. Она очень устает эти самые, заниматься этим дефликером, эта камера, каким-то что-то у нее там работает в этом направлении, наверное. Вот как-то так, в общем. Как-то так это работает. Вот, и вот такие поднутрения там внутри. Всякие штуки. Ну вот, что-то еще пропустил по-любому, и я пройдусь еще 2 раза. Но это уже будет незаметно. И оно и так, наверное, малозаметно сейчас, то, что я показываю, незаметно. Но куда я пойду дальше, это уже будет вообще незаметно. Какую-то мелочь прям. Что-то мелкое, что-то потерянное где-то. Прям, чтобы это было чисто. Чтобы это было чисто для того, чтобы потом можно было это красить. Безопасно. Не думать о том, что что-то там где-то может когда-то что-то, где-то краска, где-то не это самое, отойти на мелу, там еще что-то. Ну, собственно, для этого мы и делаем. Так, чего? Почистили мы. Ай, злосчастный этот пескоструйчик. Почистили мы эту комнатку. Тут вот место для розетки, собственно, видно было, что оно тут есть. Ну, когда-то здесь было разделение. Видно, кусочек стеночки остался. Здесь когда-то было какое-то разделение, видимо, на комнаты. И поэтому давным-давно ее кто-то убрал отсюда. Такой раствор, стандартный цементный раствор, мы его часто видим. Это такое еще в советские времена. Кто-то заделал место под розеточку. Ну, потом есть, по-моему, у собственника есть план сюда вернуть, найти где-то наверху, может внизу, найти у кого-то, какая должна быть, и сюда вернуть розетку. Ну, может быть, посмотрим. Ладно, пошли мы сюда. А вот сюда мы пошли. Там еще прихожая есть, но я потом. Тут такая желтизна, которая мне не нравится. Мне не нравится она потому, что у нас сейчас нету хавшпергрунта. Чем мы будем ее перекрывать, я не знаю. Это вот такая вот желтизна. Здесь фасадная получается стеночка. Вот. То есть туда двор вовнутрь. И, видимо, здесь хорошо, добротно, классно затекало. Чиститься здесь намного проще, чем чистилось там. Почему? Потому что здесь очень проще, намного, очень простая по сравнению с той, глубокой такой, очень простая порезка здесь. Ну, угол такой красивенький. Да, розетка, во. Я думаю, сейчас можно почистить розеточку. Размажемся, посмотрим, как она пойдет. Ну, на самом деле, так, что, нормально. Мел, тоже водоэмульсионная красочка и мел. Этими миллионами светильников, оно как-то, не знаю. Ну, вот такая она, что. Мел, и тут есть водоэмульсионка. Да, тут есть водоэмульсионка, вот она первым слоем идет. Она видна хорошо. Ну, что, это очень хорошее состояние, классное состояние розеточки. На самом-то деле. Тут под нею все чисто, собственно, как и здесь. Как и здесь, все так же и там. Ну, сейчас почистим, посмотрим. Может, что-нибудь попробуем поснимать под этим светом. Ну, будут полосы. Ничего не поделаешь. То есть, без света мы работать не будем. А так, я думаю, что что-то вот, если между полосок этих смотреть, я вижу в камере, что они есть. Ну, как-то можно что-то поснимать, наверное. Говорю, лайфхак придумал. Это Леруа 100 рублей, 94 рубля, вот так делается. Там у меня еще инструменты есть. Это не просто так, там еще инструменты. Смотри. И я могу вообще вот так целый день. Я даже не нагибаюсь. А вот это литрушка, это 0,5. А вот она уже не круто. То есть такой вот СВВшный костюм, она уже, короче, не так себя чувствуешь, как можно себя чувствовать. А если убрать инструменты, то она вообще вот так лежит. То есть я работаю, вот мои инструменты, тут я вот так, тын-тын-тын-тын-тын, потом взял так вот чуть-чуть и так, и побрызгал, и обратно. И не глядя просто берешь инструмент, и вот такая эффективность. Ну, для ящерицы такая же. Для ящерицы у тебя такая? Да. Ну, она классная. 100 рублей, 100 рублей. Это очень круто. Ну, красивая. У нас столько слоев. Это алебастр темный, вот он. Вот он. Еще и алебастр тут присутствует. Вот им тут трещины замазывали когда-то. Видно, вот они. То есть здесь
И краска, и мел, и алебастр. И все, как мы любим. И очень много всего. Вот. Ну, вот первый слой. Приблизительно так выглядит. Я на самом деле думал, это реально мы как операцию показываем. Как, ну, человеку какому-то показать, там, как вырезают кому-то там гланды, например. Или аппендикс, или кишку какую-то укорачивают. Вот это приблизительно так и выглядит, наверное, да? Или там что-то еще. Ну, такое грязное, некрасивое делают врачи, там, доктора, или как их там. Вот. Хирург вот так делает, у него все вот так вот приблизительно выглядит. Так и у нас это выглядит вот так, наверное. Грязно, убого как-то, размазано. Но мы потихонечку, мы знаем, куда мы идем, и мы так делали не раз. Вот. Поэтому вот. Все лучше и лучше. С каждым проходом, с каждым подходом все лучше и лучше. Как там было? Зачем так драть, где-то писали? Зачем вы так дерете? Что дерете, непонятно, да? Мне понятно, что я сдираю. Я этот алебастр сдираю. Потому что вот он листочек. Вот он. Вот он, видимый. А это все забито. Причем очень сильно. О. Зачем вы так дерете? Хочется. Хочется подрать что-нибудь? Не, мы не дерем на самом деле. Чистим, чистится. Очистится оно все. Вот. Как тебе в лес? Ну. О, тут почти, но не полностью. А тут полностью не почти. Вот так, все, вот такое все, как оно было. Промежуточно хорошо видно, как оно было, это самое, забито чем. На самом деле много, и оно довольно забито. Тут под 130 лет этому всему. 130 лет не шутка, да? Посмотрим на нас через 130 лет, как оно будет с нами. Вот. Приблизительно вот до такого состояния надобно, да? И тут еще много всего такого есть. Вот можно искать, 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 чуть прометать, дочищать. Вот. Маленькие вот эти микроцветочки. Вот такие малюсенькие-малюсенькие. Вот он такой размерчик. Вот здесь забито видно. Вот, смотри, что. Раз оттуда. И вот это вот такая какая-то спрессованный мел оттуда уходит и очищает нам красивый листик. А тут еще что-то типа шпаклевочки такой вот. Вот что-то ремонтировали когда-то чем-то как-то. О, вот так. Никто не обещал, что будет быстро. Он довольно тонкий, да, какой был рисунок грязный, а какой стал. Вот это вот все лишнее.
Смотри, что? О, ты тут вот, зелено. Тут, видимо, вот эти зеленые, это, может быть, покрывали еще этим самым. Этой штукой. Медным купоросом. Могли они. Ну, вот видно, сколько там забито, как грязи там всякой. Вот прям жесть там. О, нет. Ну так постепенно все чище. А было, да, вот приблизительно вот такое что-то. Вот так это выглядело. Во. И финальная картиночка. Картинонька. Красивая. Вот такая. О. Вот такая красивая. Глубокая такая. Цветы. Я не знаю название этих цветов. Но они очень такие рельефные, объемненькие. Ну, в принципе, классно. Когда покраситься, а здесь хотят именно красить. Когда покраситься, будет хорошо все. Ну, оно все почистилось. Все чисто, прям до основания. Как и должно быть. Все крепкое. Здесь крепкий потолок. Крепкая розетка сама по себе. Крепкий гипс на ней. Все с ней хорошо. Все с ней замечательно. Наверное. А трещинки какие-то. Ну, это такое все. Это как бы должно было произойти. Может, это тут и половина ее сходится. Я не знаю. Может быть и да. Может, это и часть ее. Не особо она где-то и потрещала. Ну, здесь где-то что-то там в одном месте. Нормально. В общем, хорошо. Неплохо. Нормально. Тонкие, глубокие цветы. Во. Прям вот такие. Снизу они смотрятся, конечно, шикарно. Подкраска еще будет круче. Такие потолки, как здесь, у нас просто параллельно, я не знаю еще, название я ему еще не придумал, но у нас он параллельно идет с этим проектом. Проект, где у нас такие мягкие, тонкая штукатурка на потолках, и где собственники хотят обязательно как бы оставить те потолки без покраски. Они очень хотят по максимуму оставить без покраски. Ну, такие творческие товарищи. А здесь практичные товарищи, они хотят это все, ну, как бы сделать нормально, отреставрировать и покрасить. Вот. Как-то так бывает. То есть у одних людей получается такие классные, которые вот этот потолок без покраски, ну, прекрасно был. То есть тут даже трещин особо нет. Он вообще в замечательном состоянии, твердо, плотно, все классно. А они хотят покрасить. И наоборот. Тем, кто хочет оставить без покраски, достаются потолки, которые не очень-то для этого подходят. Ну, я вижу полоса какая-то, но я не знаю, что-то так оно как-то получается. Ну, ладно. В общем, такое наблюдение, потому что с нами это происходит прямо сейчас. То есть мы прям живем в этом всем происходящем. То есть и то мы делаем, и там общаемся с собственниками. То им бы тот, а этим все равно как, потому что они хотят именно под покраску, полное восстановление. На самом деле классно, на самом деле хорошо. Пока хорошо все происходит с этими потолочками. Так, пойдем чуть посмотрим этот самый карнизик, как оно происходит. Вон там Ксения устраивает. О, уголочек. О. Снизу он кажется маленьким, а тут на самом деле большой, 60 сантиметров где-то вот так. А сюда, если брать, то все, не знаю, от чего мерить. Вот так, наверное, 50 будет. Я хотел показать, что тут та же история с этим, с песочком. Тоже пескоструй, все то же самое. Тут поменьше, чем было у нас в предыдущей комнате, тут просто покоцали, а там прям... Что? Вот такие вот были много. Да, я знаю. Там много их было тоже, это самое. Там просто изничтожили, тут еще кое-как. Ну как кое-как, не круто, конечно. Так делать не надо, я уже говорил, почему. Так делать не надо. Надо просто решалось вот защитой. Просто берешь в руку, держишь картонку и все. Песок не попадает на скорости, там не ударяет. Так вон повыбивало сколько. Ну что? Иди на свой козел. Ну ладно. Ну а что тут? Тут все проще. По сравнению с предыдущей комнатой, здесь прям, ну реально проще, потому что здесь нету корочки, которая была там. Там была какая-то корочка. Я даже не знаю, как ее характеризовать. Либо там красочка какая-то, либо это что-то подгрунтованное, либо что. Но она между слоями как-то, ну вы видели ее. Она как бы, когда ты снимал мел, первый раз ты снимаешь мел, и там прям эта жирная корочка такая, и под ней еще мел. Тут этого нет, тут все четче. Все вот так как-то.
И тут простенько, тут лавр. И он не настолько глубокий. Лаврушечка. Лавровый листочек. Ну, это понятно, потому что все эти помещения, жили разные люди. Здесь была коммуналка, да, здесь расселенная коммуналка. Кто-то когда-то ее расселил. То есть я к тому, что разные люди жили. И главное, что никто из них не тронул потолок. Никто из них не перекрасил, ничего не сделал там такого. Вот. Ну, нормально, тут хорошо. Эти намного легче идут. Вот эти вот порезочки намного легче. Эти, почему эти? Эти те. Ну, в этой локации оно как-то понятнее происходит. Потом посмотрим еще. А может, давай на этот посмотрим, когда он не расчищенный. Сейчас я присяду. И посмотрим на него, когда он вблизи не расчищенный. Вот так он выглядит. А потом посмотрим, когда он будет расчищенный. Опа, а вот он не чистый. Я уже тут несколько дней прошло. Я помнил, что надо поснимать, потому что мы то там, то там. Ну вот так оно все, и оно и почистилось фактически. Мы практически все дочистили. Вот. Розетка чистенькая. Вот так. Все классно, на самом деле хорошо. И тут осталось чуть-чуть низ, получается, доделать, и чуть-чуть угол. Вот так. Такой же уголочек был забитый, как тот. Вот теперь и этот остался. Доделаем, тогда эта комната тоже будет готова. Прекрасное состояние. Я просто прямо сейчас вернулись, мы с другого, ну как вернулись, типа мы уходили. Мы то там, то там, то там. Я думаю, будет ролик про объект здесь, ну, на этом канале. У нас там есть люди, которые хотят оставить штукатурку. Там такая тонкая, они хотят без покраски оставить. Она тонюсенькая, такая какая-то вялая, но они хоть пытаются, они хотят, вот, чтобы ее оставить. Вот если бы им вот такое бы осталось, вот такая штукатурка, как здесь, плотная, классная, там несколько трещин всего-навсего я вижу там. Вот это было бы очень здорово. Но нет, но у них другая квартира, и у них другие там условия. И вот они хотят оставить без покраски, и там не очень подходящие для этого все. А здесь, наоборот, хотят покрасить, чтобы было как покрашено. Ну, как бы, чтобы было вот сделать как бы стандартно. А здесь вот такое хорошее поле именно для того, чтобы оставить. И причем это везде вообще. Я думаю, и в этой комнате также будет. Мы еще не трогали ее. И здесь очень хорошо все осталось вот такое вот. Ну, то, что место только под розетку тут. Когда-то была где розетка, но если сюда вставить розетку новую, ну, прекрасно, вот, отлично. Просто замечательно было бы оставить это без покраски. Но здесь собственники не хотят. Они хотят именно все, чтобы покрасить. То есть все пошпаклевать, все сделать как бы стандартно хорошо, чтобы было. А вот и почистили мы эту комнату. Ну, потолочек в этой комнате. Почистили чистенько, хорошо. Везде у нас был мел, да? Везде был мел. Мы решили, у нас было немножко времени вечером, чтобы прийти попробовать вот эту комнату. Это из больших у нас осталась только прихожая одна. И вот эта большая, из больших. Вот это единственная, которая у нас осталась, большая комната. И у нас есть там маленькая прихожая еще. Малюсенькая. Ну, как бы по сравнению с этими. Так вот, Ксения пошла первая, я говорю, тут будет самое геморройное. Ну, смотри, тут видно, да, какое-то желтое такое. Тут был коридор когда-то. Ну, видно, что это коридор был, да. И тут будет гемор, ну, видимый геморрой. То есть тут мел, как и везде, да. Ну, так, по ощущению, по наитию. Тут мел, а тут будет что-то серьезное. Попробуй, что-то красочка. Она пробует, говорит, классно чистится, хорошо, говорит, чистится, нормально. Это просто мел, ну, такой, более уплотненный. Может, там какая-то красочка есть. В общем, все хорошо. Тут вот, нормально, все, вот, смотрю, там нормально чистится, почистила, да. Ну, не так, может, легко, как кое-где там. Ну, там была своя корочка. Тут же жили разные люди. Это же коммуналка, да, то есть разные люди. И тут пошел я чистить мел, а это оказался и не мел. Совсем почти не мел. То есть думал, что это будет сложно, а на самом деле сложно вот этот самый большой такой оставшийся участок. Они говорят, вот это экшен. Мы сегодня полдня здесь только находимся в этой квартире, нам оставалось чуть-чуть там комнату, но перед этим, это день такой, это какие-то бурные магнитные бури, реально. Мы перед этим пошли, у нас был план, мы пошли на другой объект,
отдельно у нас там есть такая квартира с тоненькими такими потолками, тонко штукатурные потолки. Не тонкие не потому, что они типа тонко сделаны, классно сделаны, а тонкие, потому что они реально тонкие, вот такие, вот, в палец. И мы пошли, у нас была там комната с новым ремонтом. Мы пошли, типа, мы уже пробовали как-то чистить, что-то там как-то между делом вроде чистилось. Мы такие пошли, так пык, и встали, короче. Оно облетает накрывка, это новый ремонт, это краска прям в старый вот в этот гипс накрывочный, и все облетает. И там есть вариант, что, возможно, и не надо будет, возможно, не нужно будет там трогать этот потолок. Может быть, как-то обойдемся тем, что делаем там просто косметический ремонт какой-то или еще как-то. Там не было какого-то целостного плана, и поэтому мы такие думаем так, чтобы не тратить время, чтобы эффективно провести время, потому что оно, ну, реально не идет руками, то есть оно пойдет, но это как будто бы зубочисткой, то есть, ну, это не круто. У нас была с собой смывка заготовленная, и мы смывочкой мазнули там пару мест, попробовать эксперимент провести, как оно будет работать. Скорее всего, да, нет, я завтра пойду проверю, но думаем, сейчас мы пойдем, и тут, ну вот на этом объекте мы тут размажемся хорошенечко, расчистимся. Нет. Нет, какой-то день, реально, день такой, тунц, вот так вот как-то, еще какие-то события там личные какие-то. В общем, бывает, такое накапливается, в общем, ладно, я пойду вам покажу сейчас, что там происходит наверху. Ну как, это мы такое видели, у нас такое было, точно было, приблизительно такое, что-то с вариациями. Мы решим это, скорее всего, попробуем решить, завтра притащим сюда парики. Попробуем парогенераторами чуть-чуть подогревать, чуть-чуть его как бы, хотя я большой, не этот самый, небольшой сторонник, большой не сторонник парогенераторов, но здесь смывка, по моему мнению, будет немного неуместна. Пойдем. И когда так снизу смотришь, оно видно, что тут какие-то следы шпателя, что-то замазывалось там как-то, ну какое-то кое-что. Но при ближайшем рассмотрении оказалось, что это совсем не то, что бы хотелось. А ну-ка я попробую все-таки свет сюда дать. А ну-ка так. А нет, полосы появляются, дикие полосы. Не получится. Пускай будет так. Ну, а я думаю, видно на цвете, что-то происходит. Тут кто-то намазывал, что-то вот такое. Самое интересное, это вот этот вот слой. То есть он, если его увлажнить, казалось бы, это мел, это эмульсионка, обычная эмульсионка. Так выглядит, как будто это все на мелу, но нет, там есть слой. Там есть прослойка. И вот я сдираю, видно, пальцем я эмульсионку снял, а за ней краска. Плотная какая-то краска. Я небольшой знаток этой химии красочной. Так, я туда не там чуть-чуть сделал, потому что тут какая-то залипуха. А, в принципе, вот здесь пойдет. И вот она вот так вот, по чуть-чуть она отходит. Как-то, где-то, вот так, по чуть-чуть. И под ней мел. Вот так по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. То есть, если намажешь смывкой, смывка разжижит вот эту краску, и потом вот с такой массой мела, а тут большая масса, тут реально очень много мела. Вот я сейчас, где я уже делал, я покажу просто. То есть тут вообще мел никто не трогал фактически. Вот, оно видно. То есть все, что краска смогла с собой зацепить, она забрала. И вот она вот так вот как-то по чуть-чуть, вот так вот удаляется. Но это же не круто, когда вот так вот как бы. Ладно бы еще здесь, на плоскостях, на этих всех, надо подрывать и так далее. А вот здесь, на рисунке, вообще... На гипсовой самой детали, не на штукатурном карнизе, а уже на гипсовой детали. Вот видно, как замеловано так сильно. И вот, зная там, где бывают там какие-то углубления, я же знаю, в принципе, рисунок. Я, ну, как бы представляю себе, что собой представляет рисунок. Это яйцо обычное, ионик. И вот как-то туда, если ворваться, вот туда, вглубь куда-то, то можно, в принципе, вот я заковырялся прям грубо туда, в этот самый, в мел. То вот можно подорвать немного, слегка слегонца подорвать вот эту вот краску. Она здесь, слава богу, на мелу, но не везде. Вон голое яйцо. О, яичко голенькое. Вот это самое голое было, да. То есть это я красочку отковырнул, она так и улетела там. А вот то же самое сейчас сделал, и вот. То есть она там прям, ну так, плотно. Это плотно. Если потом, после такой процедуры, если слегонца увлажнить, и дать этому чуть-чуть постоять какое-то время. Я сейчас выключу, и пройдет минутка. Вот, наверное, минутка прошла. А видно, кстати, что не впитывает, да, вот отблескивает. То есть это какая-то, может, эмаль какая-то, может, еще. Но она как-то, она взаимодействует с водой. Может, какая-то хитрая водоэмульсионная, еще какая-то краска. Может, я вот не знаток таких красок всяких.
какая это может быть, но это что-то плотное. Но не масло, потому что она все-таки взаимодействует чуть-чуть с водой. И вот когда чуть-чуть увлажнил, вода попадает на мел, туда подходит, заходит в мел, заходит под краску, и потом это, в принципе, как-то вот так вот можно счищать потихоньку. Ну, уже у нас такое было подобное на канале, это не раз, по-моему. Вот так, и можно, в принципе, с этим как-то взаимодействовать, как-то можно что-то пытаться сделать. Так вот, подрывать по чуть-чуть, потом увлажнять, и где-то вот она ее отпускает, эта краска. Вот здесь чуть-чуть что-то влага попала. Вот так, и так по чуть-чуть. Но это, конечно, не очень-то круто, или совсем не круто, так не круто, когда делается. Это очень медленно, и вот эта муторная тема, она не должна так быть. То есть, потому что она может чиститься быстрее. Я представляю себе, как это будет идти с парогенератором. Скорее всего, с парогенератором это будет лучше. Поскольку там будет чуть температура, и там будет как бы чуть-чуть увлажнение само по себе. И вот так, да, можно потихоньку это делать. Можно без парика, конечно, но это будет тоже как будто бы, как будто бы зубочисткой чистить. Это не круто так делать. В сухую это вообще вот как-то так. Можно зарыться, в принципе, где-то вот что-то, если зацепил где-то, оно все на толстом слое мела. Все очень толстый слой мела. Вот он. Вот его видно хорошо сразу. То есть они тут особо не парились, эти чуваки. А плоскость я попробовал. Плоскость, вот они, вот здесь не видно штукатурок никаких, она даже в сухую, в принципе, ножом ее можно, как бы, красочку эту. Вот здесь мел есть. Где так не встать, у меня рука там. Вот так я могу встать левой, попробовать. Вот, я вот цепляю мел, вот он, его видно. Вот он. Вот так. И дальше, в принципе, я могу связать это. Как кожуру. Это не так сложно. Это медленно, но не сложно. И вот так потихоньку, вот эту всю шпаклевку, вот это вот блок. Я думаю, надеюсь, что камера видит вот это вот, как это сделано тут. Кое-как здесь был кое-какой типа ремонт вот такой вот. Просто ремонт. И вот кое-как это можно счищать. Надеюсь, с парогенератором это будет веселее происходить. Во всяком случае, будет теплее. Теплее? Да. Во всяком случае, будет теплее. А так вот, чуть-чуть она там, где-то в мел вода попала, и оно, в принципе, вот уже так, легче намного. Она сама уже начинает отходить, потому что, как бы, мел набух, и он ее, как лед, как лед, да, когда расширяется. Вот так же и мел. Он как бы набухает и отторгает ее, делает ее более такую, делает краску более расслабленной, что ли. Вот так, многократными проходами, в принципе, можно что-то сделать. Но с париком, наверное, будет веселее. Скорее всего. Хотя, повторюсь, я небольшой любитель парогенераторов. Но здесь я не вижу нецелесообразным. Наоборот, вижу нецелесообразным применение смывки, поскольку она сильно размочалится и вот смешается с этим мелом. И нам придется это все мочить, промывать от остатков смывки, возможно, теоретически. Потом она вот в этом мелу будет еще смывка, потом это все разжижится тут. Нам надо будет это вымыть, мы это вымоем. Оно и так у нас красное довольно-таки, почему-то. Есть места, там видно, тут фасадная стена, и там протечка была. И вот чем мы будем вот эту желтизну закрывать, я не знаю. Хафтшпрейгрунта у нас нет. Это будет большой геморрой, если нам придется это красить. И увлажняя здесь, мы тоже можем получить такой же, дополнительный еще выход желтизны сюда, который нам в данный момент нечем перекрывать. Как-то так. Посмотрим завтра с парогенератором, как это будет происходить. А у нее там хорошо, хотя я думал, что там будет сложнее. Пришла просто попробовать, говорит, да, вообще классно. А вон скребет мел. Все, я не ухожу теперь. Да, там мел теперь, можно скрести мел. Попробовали мы парогенератором, и этот парогенератор нам не особо помог. Как кажется, что, по ощущению, 5-10% прироста, это несущественно. Поэтому мы дальше без него. Так, кусок мы почистили по сравнению с простым мелом, который был вот там, просто мел, много мела. По сравнению с этим, вот эта красочка нам дает, наверное, прирост по расходу времени раза в 2-3, да, дольше получается. И намного хуже она утаскивает за собой накрывку. Посмотрим. Такое вот получается. Снимается накрывка, краска утаскивает за собой вот эти вот грани, хорошо. И очень хорошо. Тут уже чисто, более-менее, чистые яйца, чистенькие.
А сюда дальше вот такое все. И это все краска. Чуть-чуть увлажнение, наверное, чуть-чуть помогает, чуть-чуть. Ну, оно проявляет сразу в этих самых. А ну-ка, давай я свет отверну. Чуть-чуть проявляет оно мел, конечно. И где-то оно сходит. Ну, вот так она там отходит где-то, где много мела. Вон видно, там мел под ней. Сейчас. Вот, темный. В углу, да? Вот здесь мел. Где-то она сходит. Где-то можно ее заковырнуть, отковырнуть. Где-то она отходит прям. А где-то уже он не очень. Вот. Где-то вот так работает. А где-то вот здесь, например, где мела не было. Здесь же, ну, как бы мел был, но когда наносили, он как-то осыпался, еще что-то. И поэтому оно не очень все работает. Вот как здесь, например. Все, она будет, когда сдирается, она убирает за собой, получается, накрывку где-то на углах, на этом самом, на грани самой. Да, сложно, это сложно. Надо было отсюда начинать. Мы бы сначала сложно сделали, потом было бы проще. Но получилось наоборот. Сначала мы сделали то, что проще и веселее, а потом то, что сложное. Ну ладно, что мы такое уже делали, это уже такое прям. Не так-то сложно, но оно утаскивать, и поэтому потом придется вот эти все разрушенные места, которые краска за собой забрала, вот это придется потом устанавливать. Ну, как иначе? Никак. Вон она сколько-то сошла, чуть-чуть, а дальше она уже хочет за собой забрать как бы грань саму, накрывку. Вот накрывка вот с олифой, и она ее как бы утаскивает. Где бы показать? Не знаю, где бы показать. Ну вот она держится хорошо. Ну вот, только что убрал, и вот чуть-чуть она убирает за собой. Там не было мела, поэтому она очень плотно там сидит. А вот, аккуратно удалил, но все равно она сразу же забирает за собой вот эту грань. Маленькую, миллиметр, но надо ее восстанавливать теперь. И таких мест много. А чисто на самой лепнине, на гипсовой лепнине все нормально. Гипс тверже, чем здесь. Здесь же тоже гипс, но здесь гипса миллиметр, а дальше штукатурка. И он какой-то более мягкий, то есть они же когда наносили, то есть они вытянули, штукатурка сначала была, штукатурка с песком, да, песково-песчаная, потом дальше накрывка там миллиметр гипсом, и чтобы им легче было тянуть, они делали его размоложенным, более таким, не сильно крепким. Здесь же на самой детали гипс намного крепче. То есть, ну, как бы он сделан для отливки деталей, а здесь для того, чтобы просто накрыть эту самую штукатурную, как бы штукатурное тело. И вот из-за этого вот такое вот возникает. Это все проблемы новых ремонтов. Вот такая вот проблема нового какого-то ремонта, более-менее. Где есть уже новое покрытие, новая краска, где, может быть, есть чуть-чуть грунтовка какая-то, еще что-то. И вот такое вот. Отодрал и убрала она с собой сразу. Вот. Она сразу за собой утаскивает, получается, грань. Как-то по-другому это сделать никак. Очистить надо. Вот так. Ну, где-то так, в два прохода приходится чистить. Раз прошлись, убрали эту краску, все. До какого-то состояния остается мел. И потом мел. Дальше надо будет убирать и этих. Вот так. Вот так, вот так, вот так. Вот сковыривать эту красочку гадкую. И тут вот здесь вот так вот. И здесь вот так вот. И вот здесь, конечно же, вот так. Так пару раз надо проходиться. Раз скидываешь то, что скидывается само до такого состояния. Второй раз же проходишь и точно, потом чуть увлажняешь и вот здесь аккуратно очищаешь все. Как-то так оно работает. О. Сзади они чуть ленились, тут меньше красочки вот здесь, вот сзади, потому что спереди наваливали хорошо тут. Потому что то, что они видели как выкружка, вот здесь, то, что видно вот здесь как выкружка, на самом деле нет. Это все полки прямые, вот. Это прямые полочки полностью, вот здесь. Как-то так. Да, веселее, конечно, чистый мел, ну, ладно. Где-то будет не так весело.
почти подобрались мы к этой розеточке. Она самая такая сочная, но она очень грязно забитая. Ну, по сути, по всему она будет чиститься так, как чистили здесь. Эти самые ионик, как чистился, яйцы. Так и она будет чиститься, но у нас сейчас нам надо так сделать. Нам надо будет почистить сначала эту самую прихожую. Тут дверь, туда, в ту сторону, и как бы тут надо очень аккуратно закрыть еще дверь, дополнительно надо в этот самый, в парадку туда. Тут есть розетка, такая круглая накладная розеточка обычная. И тут попробовали, вон, тут мел, так что мы сначала тут закончим, почистим, тут надо будет убрать потом, ну, чтобы тут самое проходное место, так нам надо сейчас поступить. В общем, почистим, ну-ка посмотрим на нее так, на грязненькую, вот. Обычный профиль здесь, вот такая розетка. Вот. И потом это самое. Пойдем вернемся назад в ту комнату. Так, чистим мы чистим тут потихоньку. Я смотрю, увидел такую штуку. Сейчас я поднимусь, покажу розетку. И, кстати, вблизи посмотрим, потом посмотрим на чистую. Что штробы не видно, да? Штробы нет. Это исторический потолок. Штробы не видно. Мы расчистили вот эту часть. Розетка не расчищена. Штробы нет. Угу. Штробы нет, а проводочек есть. Он старый провод в этой самой, в тканевую ткань, в оплетке из ткани. И как-то он заведен сразу же туда, сразу же без этого самого, без штроб. То есть и не вовне как-то. Я пока не понимаю, как его запихнули, потому что здесь мы сняли, а здесь были керамические изоляторы. Они вот здесь проходили. Может, это какое-то крепление для чего-то или еще как-то. Но я реально не вижу здесь штробы. Ниоткуда. То есть она должна бы быть. Как-то же они подвели. Когда-то кто-то. Это очень странно. Может быть, делали сверху ремонт и здесь попросили типа, что ой, прокиньте нам вот так провод через верх. Непонятно. Но здесь точно были. Вон видно отверстия таких самых. Здесь были шурупы и изоляторы керамические. Сюда подходил витой провод. Но почему-то вот еще вот это существует. Очень странно, очень странно. Такие странные находки. И ниоткуда, что отсюда, там уже у нас вход. Отсюда нет штробы, отсюда нет штробы, и отсюда нет штробы. Как бы потолок абсолютно без повреждений таких. Но вот так. Ладно, потом как-то, может быть, когда-то разберемся, потому что нам, скорее всего, надо будет ее чуть-чуть здесь сделать такую перегородочку. И нам надо будет сюда, наверное, вставить такой же карниз и перенести ее в сторону. Она накладная полностью. Вот такой звук. То есть видно, что она накладная, просто примазанная. И когда, если ее перенести, то там что-то освободится, можно будет посмотреть, что там происходит. Ну, давай вблизи посмотрим, какая она. Забитый рисунок, конечно, мелом. Забитые листья, акант, бусы и что-то еще. Здесь что-то еще есть. Но сейчас не читается абсолютно. Вот почистим и посмотрим. Так, лампочку приходится держать, убрал уже эти самые фонарики эти, прожекторы. Ну да, вот так. Вот такая тонкая, красивая розетка получается. Вот. Как поставить свет? Вот такая. Супер-пупер. Замечательно, очень красиво. Вот такая была полностью залеплена. Ну, вот теперь она залепленная она. Но никто не сомневался, что она красивая. Она должна была быть красивая такая. Вот. Так что вот, оставается розеточка тут. Здесь почищено. Это самая прихожая у нас. Получается такая с уголочком. Там снимаю. А что? Ты в шапочке? В шапочке. Мы в шапочках. Мы красивые в шапочках. Мы зато не пыльные. Нормальные шапочки. Ой, я к тому, что у нас осталось из всей расчистки, которая есть в этой квартире, нам осталось чуть-чуть там чего-то. И еще это вот большая такая классная крутая розетка. Она реально большая. Она, наверное, метр вот так от центра. То есть она 2 на... Вот так, наверное, 70, 80, наверное, 2 на 150, где-то так. Вот. И завтра меня здесь не будет, тут будут ребята, и они уже начнут ее. А как потом поснимать? Я хотел поснимать ее перед началом, какая она была и какая она стала, да? Вот, поэтому я поснимаю сейчас, а потом уже когда-то поснимаю, как она в процессе, может быть, или как-то, какая она уже получится. Потому что не знаю, когда я попаду сюда. Так что вот. Можно полюбоваться, какая она забитая просто в мясо, в мясину, в мясище. Вот такая она вся какая-то. Кое-что происходит. Я сейчас поднимусь выше, покажу. Ничего не понятно, ничего не ясно. Я не понимаю особо, что там в центре у нее происходит. Все очень сильно забито. Не понимаю, какой там рисунок. Ну, понятно, что тут идут ионики вот так.
Но дальше там все очень так печально. Там лента какая-то. Все очень сильно забито. И эта комната у нас под краской. Это комната, в которой вот у нас часть была коридора, где вот там чуть мел, а вот здесь, там на мелу, жирная плотная краска, на ней еще какое-то что-то типа эмали там местами. Очень не очень круто, здесь все разрушается в процессе очистки. Не классно. Но с гипсовой лепниной здесь все хорошо. Здесь все хорошо, вся она очень целая и хорошая, в хорошем состоянии находится. Сама гипсовая часть, гипсовая, то есть вот здесь конкретно порезка. Я думаю, что с розеткой то же самое. Ну, гипсом всегда хорошо себя чувствует. Вот, поэтому пойдем повыше, посмотрим, какая она вообще до расчистки. Я, наверное, не сильно ошибся, сказав, что здесь нет, здесь меньше, здесь, наверное, 70 сантиметров. Вот так от руки у меня, вот отсюда, от начала до крюка. На 150, да, где-то 2 на полтора она такая, 2 на полтора приблизительно, да. В общем, вот такое тут происходит. Вот такая залипуха, тут что-то происходило, тут чем-то намазывали, видно. Намазывали многократно, намазывали со всех сторон, они тут делали типа что-то, как будто ремонт. Вот в таком состоянии все находится. То есть тут на самом деле очень крутые цветы должны быть, тут ваза видна. Вот тут внутри, наверное, будут какие-то типа ложки, там еще будут листья, вот тут я вижу ленту, но все очень и очень сильно забито. На самом деле это классно, что оно, вот когда смотришь на него так, оно прям кое-что вообще, вот это вот что-то. Но когда оно будет расчищено, оно, конечно, сразу же приобретает, ну, как бы, достойный вид, достойно начинает выглядеть и очень даже прилично. Так что вот такое состояние у нее сейчас до расчистки. Вот, подтеки краски дичайшие какие-то, вот. Я вижу наплывы каких-то шпаклевок, подтеки какие-то, дико, просто дико. Ну, посмотрим на нее потом, когда расчистим. Сейчас присяду, чтобы ее попытаться так снизу запечатлеть. У меня вот так, где-то приблизительно так пускай будет. Какая она не расчищенная. Вот такая. Потом посмотрим на нее, может, в процессе, или сразу посмотрим на нее расчищенную. А вот такое и получилось. Да, вот так это должно было выглядеть тогда сразу. Ну, оно и так оно выглядит сейчас. Вот так. Вот здесь, окажется, очень тонкий рисунок. Кажется, что здесь красивые такие листья. Ну, как я тут делаю, я уже не помню, как я делал. Как-то так, наверное. Кажется, тут красивые ложки. И, оказывается, тут есть ананасики. Вот такой вот ананасичек. Оказывается, тут никаких залипух нету. Ну да, все было под толстенными слоями мела, но на самом деле сейчас все прекрасно читается и все полностью почищено. Почищено. И эта порезка, которая вот здесь, эти самые ионички, они повторяют вот эти ионички. Они просто чуть-чуть другие, чуть-чуть поменьше они. Это один и тот же рисунок. Я сейчас даже покажу вблизи. Вот если вблизи так посмотреть, вот они вот заворачиваются тут, вот так вот. Поясочки, вот они где, и вот такие же ребята, просто здесь более массивное само яйцо, а здесь оно как бы поменьше чуть-чуть и более круглое. Ну ладно, прекрасно, замечательно. Вот так, получается, что эта розетка у нас готова. И закончив ее, мы закончили расчистку в этой всей квартире. Что? Фоточки. Да, классно. Все классно, все хорошо, все получилось. Замечательненько. Все читается, все выглядит хорошо теперь. Да, мы закончили, получается, расчистку в этой квартире. Да, закончили. И что можно сказать? Я думал о том, как я буду завершать этот, как бы, обзор такого этапа работы над такими потолками. Я подумал об этом. И что я могу сказать по этому поводу? Оно почистилось, все хорошо, все классно, но здесь 160 метров, 160 квадратных метров потолков. Комнаты небольшие, то есть периметр здесь довольно-таки... Маленькая комната, значит большой периметр относительно площади, да, я думаю, это понятно. Так вот, когда у нас, получается, в начале 22 года, на то время для нас был очень крупный, массивный проект, который 170, у нас есть проект, ссылка на него будет прямо сейчас. Проект 170 квадратных метров. И он был, мы начинали его втроем, по-моему, да, и он был для нас просто огромный. Это было просто что-то
Ты чё, 170 метров, 6 комнат, коридоры. Это было так много. А сейчас 160, несколько месяцев, нас 5 человек, и мы параллельно сделали еще что-то, и еще что-то, и это просто один из параллельных каких-то объектов получается. То есть такая разительная разница. Я ее чувствую, я ее ощущаю. Что это, типа опыт? Какой опыт? Опыт что-то делать, мы этим занимаемся больше 10 лет. То есть опыт что-то делать, нет, это не тот опыт. Как бы опыт в самой деятельности. Какая-то синергия чего-то с чем-то, не знаю. Просто это, вот, по моему мнению, это такое отношение. Это реально отношение. То есть это опыт взаимодействия с какими-то крупными такими штуками, и их все больше и больше, и когда их все больше и больше, то, что казалось большим, кажется как бы и поменьше. То есть это кое-что такое, просто отношение. Просто меняется отношение, и ты больше не опасаешься чего-то, не боишься огромных объемов, не думаешь даже о них. Ну, что там, комната и комната. А, то это мел, да, ну, мел, значит, будет хорошо очиститься. Лучше, чем если бы это был не мел, а какая-то дикая краска. Да, ну, окей. Как-то так приблизительно это и работает. В данный момент времени, конкретно в моей голове, так я вижу. Вот так. Так что... Постараюсь дальше держать в курсе конкретно этих потолочков, этого объекта. На этом заканчиваю этот видеороличек, этот видеоматериал. Всего доброго, до свидания. Пока-пока.